Группа островов Лорд Хау расположена между Австралией и Новой Зеландией в Тасмановом море. Главный остров длиной 6,2 мили был открыт в 1788 году британским лейтенантом Генри Личберд-Боллом. Он объявил остров своей родиной, и к 1834 году он был окончательно заселен. Острова, внесенные ЮНЕСКО в список всемирного наследия, славятся разнообразной растительностью и дикой природой. Изначально остров использовался как порт для китобоев, но с упадком китобойного промысла началась торговля семенами пальмы кенча, которая до сих пор является важной частью экономики. После Второй мировой войны остров стал популярным туристическим направлением. Группа из 28 островов охраняется законом об острове Лорд Хоу с 1981 года, который охватывает около 70% территории, объявляя ее парком-заповедником. Воды вокруг образуют морской парк. К юго-западу от основного острова находится необитаемый Болс-пирамид, самое высокое вулканическое образование в мире с высотой 1844 фута. Он был открыт в 1788 году тем же лейтенантом, что и главный остров. Но человек впервые ступил на него только в 1882 году, когда геолог Генри Уилкинсон совершил первую зарегистрированную экспедицию. С тех пор многие пытались взобраться на пирамиду, и в 1964 году группа австралийских альпинистов не смогла завершить восхождение, исчерпав запасы. Однако в 1965 году 4 членов Сиднейского клуба скалолазания успешно достигли вершины. Отношения альпинистов с островом были непростыми. В 1980-х годах скалолазание здесь было запрещено, но сейчас некоторые могут подняться на скалу, пройдя формальную процедуру. Однако люди также отправляются на пирамиду Болла из-за уникального вида Дрякокас аустралис, который до 20 века произрастал на острове и использовался в рыбалке. Этот вид палочников отличается тем, что самцы и самки образуют пары, хотя самки могут размножаться самостоятельно, что помогло виду выжить при низкой популяции. К 1920 годам насекомые были объявлены вымершими после того, как черные крысы, прибывшие на остров с судном, уничтожили их популяцию. Ученые предположили, что палочников Дрякокас аустралис больше никогда не увидят. Однако группа альпинистов наткнулась на их останки на пирамиде Болла примерно через 44 года после последнего известного наблюдения. В течение следующих десятилетий ученым удалось найти еще несколько мертвых экземпляров, но все попытки обнаружить их источник были безуспешными до 2001 года. Тогда группа ученых провела собственное расследование и, вернувшись ночью, обнаружила 24 живых палочника. Из-за их редкости Дрякокас аустралис прозвали самым редким насекомым в мире. Спустя 15 лет после повторного открытия в 2003 году ученые собрали пару для разведения, и к 2016 году было успешно выведено 13 тысяч яиц. Яйца были отправлены в зоопарки Европы, США и Канады для создания резервных популяций. Удивительно, что на протяжении 80 лет Дрякокас аустралис оставался незамеченным, но теперь он процветает благодаря небольшому сообществу, которое смогло выжить. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.